Ребята, всех приветствую. Сегодня у нас а, вторая, так сказать, практическая, да. Мы уже такую что-то подобное делали. Мы делали елку, бревнышки, камешки, пенек. Давайте их быстренько создадим и вообще эту сцену быстренько сделаем, да. Давайте для начала в Blender все наши объекты стандарты мы удалим. Нажмем А, нажмем X, удаляем. Теперь давайте создадим второе вот окно, да. Навожу мышку на угол и выношу его. Теперь нам нужно здесь открыть Image Editor. Открываем нашу папку и закидываем наш реф. Давайте начнем с плоскости, где у нас будут размещаться наши объекты. Нажимаем Shift-A, Mesh, Plane. Вот так вот. Растянем, нажмем S. Хорошо. Так. Вот. Начнем базово с елочки. Как у нас она создается? Нажмем Shift-A, цилиндр. Вот. Это нас пока что не устраивает. Нажимаем Add цилиндр. И пишем, давайте 6 углов. Вот так вот. Давайте ее наверх поднимем, да? Нажимаем GZ, поднимаем наверх. Я пользуюсь горячим клавишем, вы можете пользоваться вот этими, да? Если что. Координаты вот здесь отображаются. X это красная, Y это зеленая, Z это синяя. Теперь я хочу его сузить. Нажимаю Edit Mode, перехожу, да, в Tab. Мне нужно не вертексы, да, мне нужно Face. Face выбираю, верхний Face выделяю, нажимаю S и вот так вот сужаю его. Хорошо. Теперь мне нужно создать вот эти вот, и, так сказать, листву ели, да, елки. Давайте еще раз добавим цилиндр. Здесь напишем, что у нас будет 5 углов. Поднимаем выше. Вот так вот, да. И нам нужно выделить, перейти в режим редактирования, нажимаем Tab. И нам нужно здесь, получается, выделить верхний фейс и его сузить. Нажимаем S и его сужаем по максимуму. Так вот. Примерно, да. Низ выделяем, да, вот низ. Я его увеличиваю вот так вот. Примерно так. Даже можно вот так сделать. Неплохо. Выхожу из режима редактирования, нажимаю Tab. Давайте его приподниму вот так вот. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас ель здесь большая, здесь средняя, здесь поменьше, да? Давайте продублируем наш объект, нажимаю Shift-D. Мышку никуда не двигаю, нажимаю левую кнопку мыши. И поднимаю наверх. GZ. Вот так вот. Давайте ее уменьшим. S нажмем. Примерно вот так вот. И вот так. Давайте еще раз Shift-D. Левая кнопка мыши применяю. И поднимаю наверх. Вот так вот. И тоже сужаю. Так вот. Вот у нас плюс-минус готова наша елка. Можно ее, конечно, вот так сделать. И эту верхнюю, эту я вот выделяю, и шрифтом это выделяю, и могу вот еще вот так сделать. Вот так, думаю, будет прикольнее даже. Смотрите. Сделали мы это, да? Давайте я выделю все наши объекты, которые связаны с нашими елкой, да, и давайте их передвину вот сюда. GX и передвигаю вот сюда. Давайте создадим наши бревнышки. Нажимаем Mesh, Shift, да, Mesh, цилиндр. И здесь пишем 7 углов. Давайте ее развернем по координатам X, RX 90 градусов. Поднимем выше. Вот так вот. И нам нужно ее растянуть. Перехожу в режим редактирования. Выделяю все наши
полигона, да, и нажимаю SY. Вот так вот вытягиваю. Мы видим, что там она идет потолще, здесь потоньше, да. Давайте вот эту сделаем, выделим вот этот face, да, вот face увидите, да, и нажимаю S. Давайте ее чуть приподнимем, GZ. Вот. Теперь давайте эту немножко уменьшим. Давайте добавим по центру какие-то ребра, да, как в прошлом уроке мы делали, Ctrl-R. У нас линия добавляется вот такая, да. Если мы наводим сюда, вот она добавляется вот так вот, горизонтально. Нам нужно вертикально. Левой кнопкой мыши применяю, еще раз, вот так вот. Давайте ее сузим, S. Вот так вот нажмем, да, и давайте ее немножко спустим вниз, GZ. Вот так вот получается плюс-минус интересная бревнышко. Тут сейчас мы еще будем разбирать интересный инструмент, называется у нас Insert. Выбираем Face, выделяем вот этот наш Face, да. Нам нужно сделать именно толщину. Как нам ее сделать? Я выделяю Face, нажимаю английскую букву I. И смотрите, мышку я вот держу не здесь, а вот здесь, подальше. Для маневра. И нажимаю, и вот так вот добавляю ей грани. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно ее внутрь загнать. Я нажимаю E. Это у нас инструмент Extrude. Как раз таки, да, вот новый, мы его проходим. Это такой же инструмент, новый как Insert. Insert это I, E это у нас Extrude. Вот давайте ее вот так загоняем. Если я ее вытаскиваю, значит это вдавливание. Ой, выдавливание. А если внутрь, вдавливание, да? Это как раз таки инструмент Extrude. Давайте вот оставим примерно вот так. С другой стороны то же самое. Нажимаем и мышку немножко так держим, да? И вот так. Нажимаем E. Вот так вот. Загоняем. И в принципе неплохо сделали. Давайте мы его тоже немножко вот здесь поставим пока что. Давайте с пеньком разберемся, да, пенек. Добавляем новый цилиндр. Вот он, да. Поднимаем его. GZ. Тут то же самое. Получается, нам нужно сделать режим редактирования. Выделяем верхний фейс, нажимаем И, мышку держим вот здесь. Вот так вот. И нажимаю Е. Вот. Примерно так. Но мы здесь видим, что есть у дерева, у этого пенька корни. Давайте добавим корни. Но для того, чтобы нам добавить, нам нужно вот здесь создать линию. Как мы создаем линию? Мы нажимаем Ctrl-R. Так вот. Добавляем линию. Окей. Теперь я беру фейсы и выделяю один фейс. Я хочу подлететь к этому фейсу поближе. Нажимаю Del. Вот. Del. Возле нумпада. Нажимаю. Теперь я нажимаю E. Выделяю, да, Extrude. Вот так вот. Выделил. Теперь выделенный наш экструд я хочу уменьшить. Нажимаю S. Вот так вот. И немножко его к земле спускаю, да, вот так вот. Вот получается как-то так. Так поступаем примерно с каждым. Но у каждого пусть будет разный размер, да. Для того, чтобы была разновидность, так сказать. Вот так вот получается примерно у нас пенечек. Вот и получился у нас пенек. Давайте его отодвинем налево. Так, G, GY, GX. Вот так вот. Давайте мы теперь разберем, как нам создать костер. Мы будем использовать на основе вот этого бревнышка. Бревнышко нам, как мы дублируем объект? Shift-D. Левой кнопкой мыши применяю. Мышку никуда не двигаю.
Он сейчас у нас в уме. GX нажимаю и вот так вот вытягиваю. Я его делаю поменьше, нажимаю S. Примерно вот так вот, да? Давайте его вниз спустим, примерно вот так. Del. Нажимаю, да, подлететь. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно продублировать наши вот эти бревнышки. Shift-D нажимаем. GX. И вот так вот двигаем. Давайте ее по координатам Y немножко, так сказать, развернем. RY. И примерно вот так. Давайте еще Shift-D нажмем. GX. И тоже, да? R. Y. Для разнообразия, чтобы у нас были разные такие вот права. Вот. Теперь давайте сделаем, как раз таки соберем наш костер. Пусть вот эти дровишки так лежат. Этот мы развернем на 90 градусов. Чуть-чуть поднимем. GX. И давайте его вот так положим. Развернем объект вот так. Видите, пересекается объект. Немножко поднимем. RY. Вот так вот. И вот так. Ага. Еще раз продублируем объект. Shift-D. GY. И RZ 180 градусов. Получается, мы на 180 градусов его развернули. Вот так вот. Или просто берем RZ и вот так разворачиваем. Это, по сути, вот 180 градусов. Вот, давайте ее развернем по координатам X, RX, RY. И можно вот так вот поправить, да? Вот примерно как-то так и выходит. Надо еще, наверное, сверху дровишки положить. Shift-D, G и Z. Вот так вот мы развернем. И немножечко их вот так переместим. RX, RZ. Я пользуюсь горячими клавишами, да, вы можете пользоваться этими. Но мне кажется, это просто дольше будет, а горячими клавишами это будет попроще. Поэтому пользуйтесь тем, что вам удобно. Я еще раз говорю, что лучше горячими клавишами. По координатам еще раз, да, вот здесь подсказка есть R, Y. Ой, RY. Это координаты Y зеленые, да, X это красные, Z это высота. Вот. Так, давайте еще. Еще сделаем дубликат. GX 180 градусов. Вот примерно так будет у нас выглядеть. Угу. Сохраняем. Не забудьте, пожалуйста, сохранить ваш проект, да? Вот моя ошибка заключалась в том, что я не сохранил проект. Пишем, что это у меня part. Давайте я не пишу. Давайте добавим сейчас уже огонь. Огонь, что мы будем добавлять? Мы будем добавлять тоже из примитивных объектов. Смотрите, мне нужно добавить сюда вот объект. У меня курсор стоит вот здесь. Давайте я поставлю вот здесь сверху курсор на этот объект, да? Нажимаю Shift-A, Mesh и добавим, давайте, икосферу. Здесь поставим деление на 5. Примерно так, да? Уменьшим эту сферу, да? Икосферу, точнее. Вот так ее разместим. Перейдем в режим редактирования. И здесь что самое важное? Смотрите, если я выделяю любой полигон, да, и тяну его наверх, он у меня вот так вот тянется, да. Но здесь есть такое вот пропорциональное редактирование. Это как лепка пластилином, по сути. Здесь есть вот такой вот объект, инструмент. Proportional Editing. Нажимаем на нее. И что мы видим? Мы, когда нажимаем кнопочку G, у нас появляется сфера вокруг нашего выделенного объекта. Но мы здесь ее не видим. Но если я роликом мыши покручу, то мы ее увидим. Вот она.
Если я ее наверх тяну, вот такая вот у нас по сути получается лепка, да? Вот. Она нам и нужна. Здесь нам нужно выбрать не Smooth, а рандом. Рандом мы выбрали любой полигон, да? Теперь я нажимаю G и делаю вот так. Здесь еще что-нибудь выделю рандомное. Получается вот так. Вот. Примерно вот так тяну в сторону, и у меня выходит такой вот примерно огонь. Здесь тоже давайте в сторону потянем. Вроде выглядит неплохо. Да, я думаю, что неплохо. Можно ее немножко так развернуть. Вот у нас такой вот огонь получился. Теперь давайте по поводу камней и растительности. Камни мы добавляем, например, сюда, поставим курсор, mesh и экосфера, да? Здесь мы поставим на однерку. Давайте пусть будет так. Давайте ее приподнимем. Зайдем в режим редактирования, выберем один фейс и давайте тоже ее немножко подредактируем, да, вот так. Посмотрим, как получается. Нам нужно здесь не фейс выделить даже, а можно вот выбрать точку. И давайте посмотрим, как она будет искажаться. Я думаю, что это неплохо. Давайте еще одну экосферу создадим. На этот раз добавим два деления. Приподнимем. GY. И тоже сделаем поменьше. Развернем ее и поставим примерно вот так. Даже побольше сделаем, да? По поводу травы. Трава как у нас делается? Трава делается вот так. Ставим курсор тоже сюда, да? Добавляем mesh. Этот mesh мы, короче говоря, его крутим. И этот получается, мы сейчас будем его редактировать. Пусть будет у нас он такой крупный. Я беру режим редактирования, беру вот этот Edge, тяну наверх вот так вот. Вот. И нам нужно добавить такие вот линии. Ctrl-R, да? Ctrl-R добавляем. И вот видите, одна линия добавляется, да? Но если я ролик и мышь выкручу, то у меня добавляется несколько линий. Давайте добавим вот штуки 5. Вот здесь, да? 5 линий. Два раза кликаем. Добавили. Теперь, что мы делаем? Давайте вот эту линию мы сделаем тоньше. Эту настолько. Эту вот столько. Эту вот столько. Это пусть будет на укрепление уже идет, да? Это пусть будет вот так. Вроде неплохо. Теперь я пропорциональное редактирование включено, да, рандом. Я беру вот верхний, например, edge наш, да, грань. RZ нажимаю и его немножко скручиваю вот так вот. Вот примерно вот так. Я дублирую объект, Shift-D, вышел из режима редактирования, да, левую кнопку мыши применяю. Вот так, захожу в новый. И тут тоже, да, вот какие-то элементы чуть-чуть меняю, чтобы они были для разнообразия разными. Примерно так. Теперь, смотрите, я должен развернуть этот объект, RY нажимаю и вот так его немножко скривляю. Делаю меньше. Этот я делаю, приближаю сюда, да. GX, GY. И немножко вот так вот ставлю. Теперь я выделяю вот эти две травинки наши и уменьшаю их до вот такого вот маленького размера. Я их уменьшил, получается. И расставлю примерно вот так. Давайте вот так расставим. Я вот здесь вижу косячок. Давайте его исправим.
Выключу режим пропорционального редактирования, нажму S и здесь уменьшу. А это увеличу. Ну, плюс-минус, пусть будет так. Вот, мы это сделали, да? У нас есть травинка. Так, давайте вот эти две травинки мы возьмем. Shift-D нажмем, Shift-D, левой кнопкой мыши применяем. GX и GY. Давайте их вот здесь развернем. RZ. По координатам Z, да, по высоте развернем. Тоже их искривим вот так. Вот пусть будет так. Теперь, что нам нужно сделать еще? Нам нужно добавить травинку. Вот эту травинку кусты, да, вы должны будете сделать сами. Мне кажется, вы поймете, из чего, да. Нужно будет, наверное, добавить какой-то объект, который мы уже добавляли, да, вот подсказка. Вот. Давайте сделаем наш вот это дерево, наверное. Дерево как делается? Ставим, давайте курсор вот сюда, добавляем цилиндр. Пишем здесь у него, что 6. Давайте 7 сделаем, 7 или 8 даже. 8 пусть будет. Вот таких вертексов, да. Я его поднимаю наверх, делаю тоньше. Так. Ну, примерно, да. Я когда делаю вот это дерево, да, пенек вот этот, да, я ориентируюсь на вот этот пенек, на вот этот и на вот этот, да, примерно. Поэтому ориентируйтесь на окружающую среду, на глаз делайте. У вас размеры должны быть, как сказать, плюс-минус одинаковые, да, ну что, по реализму, так сказать. Теперь смотрите, мы видим, что у нас дерево, у нас оно вот такое вот извилистое, да. Я захожу, убираю наше дерево, и я хочу отдельно над ним поработать. Как это сделать? Я выделил пенек и нажимаю кнопку деления на нумпаде, да, вот нажимаю кнопку деления, и все, я пока что над ним работаю, вот. Ничто мне не мешает. Если я опять нажму на деление, я выхожу, нажимаю, захожу, вот так вот. Попробуйте, это очень интересная тема. Теперь мне нужно что сделать? Я нажимаю на отнерку вид спереди, да, и здесь я давайте добавлю еще одно окно. Вот тут я довожу мышку, да, вот видите, прицел у меня появляется, и вниз спускаю вот так вот. Сделал. Вот. Теперь здесь я открою 3D Viewport. Здесь пусть будет вид спереди, да, а вот здесь, чтобы мы видели нашу модель. Теперь я захожу в режим редактирования, и я выделяю вот этот верхний полигон. Беру Face, выделяю верхний полигон. Теперь я его протянул вот так наверх. Примерно. Смотрим. Нормально. Теперь давайте сделаем его тоньше наверху. Вот так вот. Далее нам нужно что? Нам нужно добавить линии. Ctrl-R и добавляем линии. Роликом мыши крутим и добавляем такие вот линии. Хорошо. Убедитесь, что у вас включено грани, да? Грани. Теперь мне нужно их каждую выделять по отдельности. Давайте начнем снизу. Я выделяю один фейс. Мне нужно выделить их по окружности, чтобы по радиусу выделилось, да? Как это сделать? Shift-Alt зажимаем и нажимаем правую кнопку мыши. Вот, нажали, да? Сделали. Теперь я нажимаю G, вид спереди, да, у меня находится. Я нажимаю G и перетаскиваю вот так чуть-чуть объект. Shift-Alt эту и немножко ее искривляю вот так. Эту Shift-Alt. Здесь Shift-Alt. Здесь Shift-Alt и вот так. Получилось вроде неплохо. Дальше нам нужно добавить вот эти стволы. Давайте подумаем, где их добавить. Я думаю, что можно добавить их вот здесь примерно. Или даже, наверное, вот здесь.
Нажимаем Ctrl-R и добавляем вот здесь одну линию. Левой кнопкой мыши я один раз нажал, и вот я могу эту линию перемещать, да, вот так вот. Вот. Еще раз Ctrl-R нажимаю и добавляю вот так вот линию. Пример. Теперь вид спереди. Теперь я вот здесь, в этом окне, да, выбираю, что мне здесь выбрать. Давайте я выберу... так, выбираем фейсы, да, вот фейсы, убедитесь, да. И здесь мы выбираем нашу, так сказать, ствол. Вот этот, наверное, я выберу, квадратик, да, вот. Я нажимаю E вот здесь и тяну его. Примерно вот так. И вот так его размещу. Давайте добавим наши любимые линии. Ctrl-R. И мышкой вот так вот покрутим, чтобы 3 штуки у нас было, да, вот так вот. Так, теперь убедитесь, что у вас выбраны грани, да, грани. Shift-Alt. Так, смотрим. Не выделяется. Почему? Почему? Потому что у нас здесь идет Face. Давайте Face выберем. Face выбираем. Нажимаю S. Уменьшаем. Окей. Вот так дальше. Теперь выбираем грани. Убедитесь, что у вас здесь все, да, вот мы убрали здесь выделение. Выделяем одну, нажимаем Shift-Alt и тоже, да, вот так чуть-чуть уменьшаем. Здесь то же самое. Уменьшаем. Здесь давайте мы ее немножко увеличим. Так вот. Пусть будет вот так. Угу. Теперь давайте немножко искривим. Вот так сделаем. Shift-Alt. Выделяем. Shift-Alt. И вот так. Вроде выглядит неплохо. Давайте другой ствол сделаем чуть повыше, да? Ctrl-R добавляем здесь линию. Ctrl-R вот здесь линию. И я вот эту буду Face выделять, да? Убедитесь, что у вас выделен Face. Вот. Я нажимаю E. И наверх чуть-чуть поднимаю. Вот так, наверное. Давайте его сразу сузим. S нажмем, да? Ctrl-R добавляем наши линии. Вот так вот. И теперь, что нам нужно сделать? Выбираем наши грани. Shift-Alt. Немножко искривляю. Вот так. Вот так. Так, убедитесь, что у вас здесь не выделено, да? Сначала вот, если вы хотите убрать здесь выделение, выделяйте сначала эту, потом Shift-Alt. Вот так вот. И вот так. Угу. Давайте эту чуть-чуть увеличим. Эту тоже. И вот так вот. Вроде неплохо. Теперь давайте добавим листву. Как мы добавляем листву, да? Можем уже все вот так крутить нашу камеру. Давайте поставим вот здесь мы курсор, левой кнопкой мыши. Вот так вот. Mesh и икосферу. Пусть будет 2 штуки стоять, да? Подразделение. Subdivisions. Захожу в режим редактирования. Включаю пропорциональное редактирование. Выбираю точки. И выделяю один. Нажимаю G. Да, вот так. Давайте поиграемся. Пусть будет так вот, да. Давайте чуть-чуть увеличим. Можно ее немножко покрутить. Для этих маленьких деревяшек тоже, да, вот стволов поставим вот сюда курсор. Да, добавляем Mesh, икосферу. 2 подразделения, немножко уменьшаем. Захожу, выделяю любой face, да, точку имеете в виду, да, точку. И тоже роликом мыши покручу. Убедитесь, что у вас включено пропорциональное редактирование и стоит рандом. Примерно вот так. Здесь то же самое, да, ставим курсор, икосфера, 2 подразделения, меньше, выделяю любой face. И пусть будет вот так. Вот у нас дерево и готово.
Нажимаю кнопку деления, выхожу, и вот у нас дерево есть. Оно готово. Я выделяю все объекты наши, да, дерево, ствол и наши листву. И давайте перетащим их куда-нибудь назад, вот так вот. Теперь давайте сделаем палатку. Палатку можно сделать много с различных способов, да. Давайте поставим здесь мы курсор, добавляем. Так, давайте добавим, наверное, plane. Добавим plane. Добавили. Сделаем его чуть-чуть побольше. Вот так вот. Давайте его вытащим вот сюда в серую зону, чтобы он не сливался здесь, да? G, Y и вот так вот. Теперь Del нажал, да, чтобы подлететь к ней и чтобы над ней только работать. Теперь. Или можно даже кнопку деления нажать, над ней отдельно работать. Теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать палаточку. Давайте ее поднимем. Захожу в Edit Mode, Tab нажимаю, да? Ctrl-R добавляю линию. Вот. Левую кнопку мыши нажимаю и добавляю вот здесь вот такую вот линию. Вот так вот, чуть-чуть отойдя, да? Здесь добавляю еще одну линию и ее немножко вот так подвожу. Вот так. Хорошо. Теперь я выбираю Edge, да, грани. Выделяю эту шифтом и эту. Давайте ее поднимем. GZ поднимаю. Вот так вот получается. Вроде бы неплохо. Эти мы штучки можем заострить, да? Два граня. Выделяем их. Это у нас какая координата? Это у нас X. Нажимаю SX и ее могу сжать вот так вот. Теперь давайте добавим вот такие вот линии. Точнее, да, вот, ну, как полоску, да. Смотрите. Здесь добавляем, Ctrl-R нажимаем, добавляем вот так вот линию. Окей. И здесь Ctrl-R и вот так. Примерно, да. Смотрите, чтобы на одном уровне было, да, примерно. Можете вид спереди перейти, зайти в режим вертексов, да, точек, и посмотреть. Ага, вроде на одном уровне, да. Просто когда нажимаете Ctrl-R, просто смотрите. Вот здесь можете подсматривать, а здесь редактировать. Вот. Теперь смотрите, я выбираю Edge, выделяю вот этот грань и этот. Нажимаю SX. И смотрите, у меня включен инструмент пропорциональное редактирование. Давайте его выключим, он нам не нужен. Нажимаю SX и вот так вот выпрямляю. Если у нас здесь выпрямилось, значит и здесь выпрямится. Вот. Нормально. Сделали, да? Вот. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно ее закрыть. Как нам ее закрыть? Есть такой вот инструмент, называется закрытие фейса. Как нам ее сделать? Смотрите, я выделяю вот этот один фейс, да, боковой, и Shift-Alt удерживая, выделяю, и у нас выделяется эта сторона вся фейса, да, по граням. Нажимаю F, и у меня добавляется такая вот заливка, Fill F. Вот, видите? Залилось. Давайте с другой стороны то же самое сделаем. Shift-Alt, одну выделяю, да, сначала, Shift-Alt, F. Вот. Сделали. Теперь, как нам сделать так, чтобы у нее было отверстие, да, вот такой вот зазорчик. Давайте посмотрим, как нам ее сделать. Сделать ее можно множеством способов. Если мы нажмем Ctrl-R, у нас она не будет работать. Почему? Потому что наш face имеет не 4 угла, а он имеет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 углов. Значит, он не будет работать. Поэтому нам нужно подумать, как это сделать. Я предлагаю, как это сделать. Я предлагаю сделать это инструментом нож. Knife. Нажимаем английскую букву K. Я выделяю, вот видите, вот зеленый появляется. Это получается, мы можем выбрать точку. Я здесь выбираю любую точку, да. Вот так вот. И наверх тяну.
Вот. Видите, она соприкасается сверху. Окей. Вот так нажал. И теперь все, я хочу отменить. У меня уже одна линия есть, все, мне хватит. Нажимаю Enter. Все, она у нас закрылась, да? Теперь я нажимаю еще раз кнопочку К. Я вот добавляю линию эту прям к этому углу, да? Вот так. И вот так. И опять-таки, да, как закрыть? Enter. Теперь беру инструмент Face. Беру этот. Нажимаю X и Face. Вот. У нас она готова. Сделалась. Здесь мы можем что сделать потом? Например, мы можем взять вот этот Face и немножко отодвинуть, да, вот так. Какие-то зазорчики или так далее. Тоже достаточно интересно. Теперь мы хотим сделать продавливание вот этой палатки. Заходим в режим редактирования. Так как у нас эта сторона имеет 4 угла, у нас Ctrl-R будет работать. Наводим, левую кнопку мыши нажимаем 2 раза, бам, и все. Теперь выделяем вот эти две наши точки верхние, да, нажимаем G, Z и спускаем вниз вот так вот. Вот, получилась у нас такая вот палаточка. По поводу веревок, давайте веревками. Мне кажется, это будет немножко сложноватенько. Мы оставим это веревки на потом для других каких-то задач, потому что их нужно будет делать через curve, кривые, вот как раз таки они нам нужны будут. Давайте выходим из режима нашего этого, да. Давайте палаточку переместим сюда, GX. Давайте ее чуть-чуть поменьше сделаем, примерно вот так. И разместим, давайте ее вот так вот. Примерно вот так. Пенек давайте вот здесь положим. Вот. Давайте тут нашу землю, да, растянем вот так вот. Вот, по сути, наша сцена готова. Сейчас осталось нам что сделать? Нам осталось добавить источники света, материала. Давайте сразу не будем добавлять, заходить настройку материалов, сразу перейдем в Viewport Shading. Зашли. У нас темно. Почему? Потому что источника света нет. Давайте источника света добавим. Shift-A, Light. И здесь добавим Sun. Солнце. Добавили. Теперь, смотрите, источник солнца — это такая интересная вещь. И куда бы вы его ни переместили, у вас солнце не поменяется. Но если мы его поменяем разворот, RX, например, да, вот так, мы можем видеть, что солнце меняется. Давайте сделаем вот с такими вот тенями примерно, да. И давайте зайдем в настройки нашего источника света, да. Color поставим на желтенький примерно. Вот такой вот. Вот. И давайте настроим материалы. Давайте начнем с деревьев. Елку выбираем, настройки материалов. Заходим. Пишем, что это у нас елка. И green. Зеленый, да? Добавим здесь зеленый цвет. Вот примерно вот такой-то, да? Салатовый. Сюда заходим, да? Выбираем уже елка green. Здесь тоже, да? Уже существующий материал елка green. Здесь давайте создадим новый материал. Напишем, что это у нас коричневый, brown. И здесь напишем красный. Поставим сначала красный, да? И здесь мы уведем его в коричневый. Примерно вот так. И давайте чуть ниже спустим. Так, давайте вот так. Вот примерно вот такой цвет, наверное, да. Вот. Это посерединке и вот здесь где-то. Если что, у каждого цвета есть код. Можно этот код скопировать. Тоже такой же прописать через решетку. Так, у этих деревьев тоже поставим, давайте, green. Этот green. И этот green. У этого поставим мы brown. А у пенька
И вот его бревнышко тоже браун. И у этого браун. Вот эти маленькие дровишки тоже самое, да? Можно. Вот, кстати, чтобы их нужно каждый выделять и добавлять цвет, да, если что. Так, не зеленый, браун. Вот здесь то же самое. И здесь. Вот так вот получается. Для огня мы давайте сделаем новый материал. Напишем, что это fire. Поставим какой-то оранжево-красный цвет. Примерно такой. Можно даже желтенький такой. В принципе, неплохо. Пока что оставим так. Палаточку давайте сделаем зеленый. Напишем, что это green. Палат напишем просто. Поставим какой-то камуфляжный зеленый цвет. Вот такой поставим сначала и в темноту уведем. Вот так. Угу. Камни у нас должны быть серыми. Грей напишем, да? Грей серый. И здесь немножко тоже уведем. Так, нашу траву давайте поставим Йолка Грин, наверное. И здесь тоже самое Йолка Грин. Там тоже Йолка Грин. И Йолка Грин. Вот так вот. Давайте бревнышко чуть-чуть спустим вниз. Вот так вот. Как будто она под тяжестью времени провалилась уже под землю немножко, да? И нашу траву тоже самое. Вот так вот. Теперь, смотрите, нам нужно сделать циклораму для этого нашего объекта, да? Как ее сделать? Вот у нас есть вот эта наша сцена. Наша сцена. Я что делаю? Я беру, получается, захожу в режим редактирования, Edit Mode, выделяю грань, выбираю грань, выделяю вот эту верхнюю грань, нажимаю E, левую кнопку мыши применяю, в уме у нас, да? И нажимаю GZ, вот так вот поднимаю. У нас почти готовая циклорама. Вот. Давайте еще зайдем в режим редактирования. Вот эту грань нижнюю выделим. GY нажмем. И немножко вот так вот приблизим. Посмотрим. Угу. Теперь нам нужно добавить камеру. Как мы сделаем камеру? Shift-A. Камера, да? Она у нас добавилась туда, где стоит курсор. Если я нажму 0, я вижу, провалился в текстуры. Да? Я хочу вот, например, на этом уровне, где я сейчас стою, поставить камеру. Как это сделать? Ctrl-Alt-0. И я поставил камеру. Вот, да? У меня выделена камера, видите, желтые границы, да? И вот здесь видно, что выделена камера. Я нажимаю Shift-Yo, не E, а Yo. И роликом мыши вот так вот. Ой, кнопочка W. VSD, да, так сказать. S английская я вот нажимаю. Я могу отлетать, W приближаться. А это в бок. D это вправо. Роликом мыши я могу скорость регулировать вот такую вот. И шифтом тоже ускоряться. Вот, поставим примерно вот так. Давайте, наверное, камеру чуть-чуть спустим. Вот так, наверное. Я ее просто подниму. Вот так вот. Вот такая вот у нас получается работка получается. Давайте еще plane еще мы поменяем цвет. Для него создали plane. Назовем материал background. И цвет поставим вот такой вот желтый. Даже давайте не желтый, а вот такой вот светленький. Ну, плюс-минус ничего не изменилось, но мы немножко уведем его в коричневый. Ой, в коричневый, темный такой. Вот, примерно у нас так и вышло.
Как нам получить финальный результат? Нажимаем Render, Render Image. Вот так вот у нас получается картинка. Как нам сохранить картинку? Нажимаем Image, Save As. И сохраняете вот здесь картинку. Можно сохранять в формате PNG, да? А можно выбирать формат JPEG. Вот, да? И сохраняете вашу картинку. Пишите Render, ваша фамилия, имя. И нажимаете Save As. Вот такой вот у вас примерно результат должен у вас получиться. Урок несложный. Все постепенно мы проходим. Вот. Спасибо, что смотрели. Буду ждать ваших результатов.